Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, сегодня, 16 февраля, достаточно волшебный, магический и интересный день. Друзья, сегодня у нас с вами полнолуние. И полнолуние произойдет в огненном знаке зодиака, во Льве. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. И обязательно сегодня вечером, после пика самого полнолуния, после 20 часов по Москве, обязательно проведите практику, покажите денежки Луне. Как это сделать правильно, какие слова говорить и почему именно сегодня такое важное полнолуние, друзья, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, сегодня 16 февраля, сегодня благоприятный день, который полон интересных событий. И в этот день сегодня у многих людей будет все складываться довольно удачно. Ваш жизненный потенциал будет на высоте. Конечно, в этот день, 16 февраля, придется принимать важные решения, искать ответы, возможно, иногда на безумно сложные вопросы. Но вам сам процесс покажется невероятно увлекательным. В обоих случаях важно не спешить и руководствоваться здравым смыслом, а не подсказками окружающих людей. Начало дня может оказаться очень напряженным, но потом ваши волнения улягутся и успокоятся. Вы будете полны сил, оптимизма и свежих идей. Сегодня стоит быть осмотрительными в любых вопросах, дабы не наделать серьезных ошибок. Сегодня очень хорошо начать заниматься чем-то новым. Сегодня вы можете попробовать поменять привычки, нарушить наскучивший ход событий. Некоторые перемены в жизни могут напугать своей новизной, однако, знаете, это только к лучшему. Не обязательно сразу делать сегодня решительные шаги, можно начать с мелочей. Главное здесь ваше стремление сделать свою жизнь намного лучше. Сейчас очень важно держать себя в руках и обязательно контролировать свои эмоции, дабы не натворить беды, чтобы потом не пришлось сильно пожалеть о содеянном. Сегодня, 16 февраля, благоприятный и очень удачный день для деловых встреч, для переговоров, для работы с документами. Здесь удастся добиться очень хороших результатов. Любые мероприятия, намеченные на 16 февраля, будут успешно выполнены. Сегодня очень выгодно делать инвестиции, они окажутся для вас удачными. Вы сегодня можете смело оформить кредит, рассрочку. Можно купить акции какой-нибудь компании, приобрести драгоценные вещи или антиквариат. Сегодня и благоприятное время для заключения сделок и контрактов, а также для подписания договоров. Однако не переусердствуйте, будьте более внимательны, потому что сегодня все-таки есть риск ошибок. Любые мероприятия, которые намечены на 16 февраля, пройдут удачно. Очень тщательно выбирайте себе сегодня союзников. Люди, вместе с которыми вы сегодня возьметесь за новое дело, могут сыграть важную роль в вашей жизни. Сегодня правильно только поступят те, кто заранее обдумав, составил план работы на неделю. Вас ожидает успех и на профессиональном поприще, благодаря которому улучшится ваше финансовое положение. Коллеги и начальство будут в восторге от того, как быстро вы справитесь с поставленными перед вами задачами. В сегодняшних делах можно будет применить хитрость с изобретательностью, а в некоторых ситуациях даже небольшая ложь может помочь достичь целей. Однако здесь надо быть очень осторожными и не переусердствовать. Упорство поможет вам достигнуть любых поставленных целей. Вам не стоит беречь силы, если вы осознаете и понимаете, что судьба подарила вам шанс преуспеть. Сегодня хорошее время для обсуждения и решения финансовых вопросов, а также сегодня день для начала освоения нового, что может вам пригодиться в будущем и в профессиональном росте. Однако, если вы случайно найдете то, что покажется вам золотом, то вспомните о том, что не все золото, что блестит. Сегодня кто-то в вашем окружении может сделать вам очень выгодные предложения.
Поэтому очень важно прислушаться и обсудить все варианты. Но вам нужно выбрать только самое лучшее для себя. Однако сегодня не стоит начинать какие-то новые дела, не завершив все старые, начатые раньше. Сегодня и день самоанализа. Необходимо посмотреть на себя со стороны. Это позволит увидеть как свои достоинства, так и недостатки. Поспешные выводы сейчас просто ни к чему. День очень подходит для расслабления, работы над ошибками и анализа жизни. Сегодня предстоит сделать нелегкий выбор между собственными интересами и пожеланиями близких людей. Сегодня принятие важных решений нужно отложить на другой день, потому что пришло время признать, что не все ваши планы могут быть сегодня воплощены в жизнь, по крайней мере сейчас. Сегодня вероятны новые знакомства, не исключено и начало новых отношений. Даже те, кто обычно не отличается общительностью, сегодня легко могут пойти на контакт с людьми, кто им нравится. Сегодня нежелательно посещение и светских мероприятий. Вы быстро на них устанете, а кому-то вряд ли удастся избежать каких-то пустых, скучных и ненужных разговоров. Вас может удивить приятная встреча со старым другом или же какое-то собеседование. Вероятно, сегодня, друзья, хорошие новости, которые будут касаться кого-то близких. Эмоциональные порывы лучше сегодня контролировать. Важно держать себя в руках и контролировать эмоции. Попусту, пожалуйста, не тратьте свою энергию на то, чтобы, например, доказывать окружающим людям свою правоту. Мало того, что вы просто потеряете свое драгоценное время, так еще и подпортите нервную систему. И еще, что немаловажно, результата при этом никакого не добьетесь. Под влиянием момента вы можете сказать много лишнего, особенно если окружающие спровоцируют вас на откровение. Поэтому сейчас лучше больше времени проводите в уединении, так распланировав свой досуг, чтобы не загружать его излишеством мероприятий. Вечер больше подходит для спокойного отдыха. Приятные хлопоты дома и семейные посиделки поднимут вам настроение и пойдут вам на пользу. Также сегодня у вас может появиться сильное желание улучшить атмосферу в своем доме. Сегодня может появиться желание купить что-то в свой дом. Это могут быть какие-то красивые статуэтки, это могут быть предметы интерьера. Также постарайтесь вечером уделить внимание семье, приготовьте вкусную еду. Также можете пригласить близких людей и вместе провести этот вечер. Сегодня полезно провести и генеральную уборку в своем доме. Больше внимания, пожалуйста, уделите тем местам, где чаще всего проводит время ваша семья. Такое очищение поможет прожить следующие несколько дней в гармонии с самим собой и окружающим миром. Сегодняшний день очень подходит и для того, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Для этого можно просто написать или предложить встречу один на один. Поэтому обязательно проявите инициативу и попросите прощения за содеянное. И, друзья, сегодня 16 февраля у нас с вами полнолуние. Как мы ранее сказали в видео, полнолуние в знаке зодиака Лев. Достаточно мощное, сильное и огненное полнолуние. А мы с вами можем в это полнолуние использовать себе во благо. Мы можем провести практику для привлечения материального благополучия. Кроме того, это у нас с вами последнее полнолуние этой зимы, а значит очень сильный энергетический день. Поэтому обязательно 16 февраля проведите очень простую, но в то же время эффективную практику. Итак, в вечернее время, уже после 20 часов 2 минут по московскому времени, потому что наступит пик полнолуния, возьмите самые крупные купюры, которые у вас есть в кошельке или в доме. Далее откройте окно, форточку и покажите Луне деньги. Если небесного светила не видно, например, погода не позволяет, то просто протяните деньги к небу. Далее озвучьте, сколько денег и зачем вам нужно. Обязательно поблагодарите Луну за то, что вы уже имеете, и оставьте ей в знак благодарности, например, какой-то подарок. Это могут быть те же фрукты, орешки, на ваше усмотрение.
И вот пусть этот подарок для Луны пролежит на подоконнике до утра, а на следующий день отнесите их на природу и оставьте в красивом где-то месте. Это может быть в парке, у реки, неважно. Главное вынести на природу. И обязательно, когда вы будете показывать деньги Луне, обязательно скажите: богатая Луна, денег полна. А эти деньги оставьте на подоконнике, а уже на следующее утро заберите их, сложите там, где у вас деньги хранятся. Поэтому обязательно проведите такую, друзья, практику, она поможет вам в привлечении материального благополучия. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы всем желаем сегодня прекрасного, волшебного дня. И, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна.